Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и сегодня у нас будет снова видео о фигуре. После моего видео о том, как убрать живот и бока, было очень много комментариев с просьбой, чтобы я записала подобное видео, только как убрать ушки бедер, как сделать ноги более стройными и как сделать ягодичные мышцы более упругими. Так вот, сегодняшнее видео будет об этом. Прежде чем показать вам эффективный комплекс упражнений для проработки мышц нижней части тела, давайте немножко теории. Как я и говорила, нельзя похудеть локально. Вы не можете худеть только в ягодицах, либо худеть только в руках, либо еще в другой части тела. Если идет у вас процесс жиросжигания, он идет везде, во всем теле. Так природа устроена для того, чтобы все части нашего тела были пропорциональны друг другу. Для девушек, которые хотят похудеть и при этом прокачать свои мышцы, чтобы ягодицы были упругими, ноги были красивыми, рельефными, я рекомендую делать интервальные тренировки. И при этом я эти же тренировки рекомендую для девушек, которые не хотят худеть, а которые хотят набрать мышечную массу, наоборот, они тоже подходят. То есть тут уже будет зависеть от вашего питания. Создаете вы дефицит калорий, либо же профицит калорий. Чем хороши интервальные тренировки? Во-первых, они повышают вашу выносливость, силу, они укрепляют сердечно-сосудистую систему, они позволяют очень эффективно, быстро сжечь лишний жир в вашем организме. А также они очень хорошо укрепляют те мышцы, на которые ориентированы те упражнения, которые вы делаете. Это работа во всех направлениях, так сказать, 3 в одном, если не 5 в одном. Польза для вашего здоровья и для вашего тела, она просто колоссальная. Таким образом построены мои программы тренировок на платформе Wispens. Также вы можете, в принципе, использовать дополнительный какой-то небольшой вес. Это может быть какие-то утяжелители на ноги. Мой самый любимый дополнительный инвентарь – это резинка спортивная. Это то, что вообще очень круто помогает проработать ягодичные мышцы, ноги. Я вообще всем рекомендую. Ее можно купить за копейки, заказать где-то в интернете, но поверьте, это того стоит. Что касается какого-то дополнительного веса, если мы говорим уже про какие-то гантели, про какие-то веса, это на любителя. Кто-то любит качаться действительно с тяжелым весом, кому-то это по кайфу, кому-то нравятся сильные раскачанные ягодицы, квадрицепсы. Некоторым это нравится, то есть некоторые любят и сам процесс этого всего, и результат этого всего. Я, скажем, не любитель этого, потому что мне кажется, что результат, который получается, это не очень женственно. На самом деле спорт, он затягивает. Когда ты начинаешь чем-то заниматься, ты настолько в это погружаешься, что у тебя иногда бывают уже какие-то переборы, а ты этого не замечаешь. Это вот, знаете, совсем, это можно сравнить с какими-то диетами, да, когда девушка худеет, и она уже не замечает, насколько сильно она похудела, уже говорят, стоп, 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 хватит, она все худеет. Либо когда девушки увлекаются загаром, то есть они уже очень сильно темные, а им кажется, что нет, надо больше загорать, либо переборы с пластической операцией, они все делают, а им кажется, что нет, нужно еще что-то исправить. И, знаете, такая некая зависимость получается. Спорт, фитнес вызывает тоже иногда такую зависимость. То есть всегда плохо, когда есть какие-то переборы. Вот девочки, которые начинают качаться, когда видят, что появляются какие-то результаты, вначале это круто, красиво, они радуются, потом это настолько засасывает, затягивает, что уже мышцы становятся совсем не женственными, это идет уже такой сильный перебор, ноги становятся уже реально как у мужчины, а то и больше, чем у мужчины, а девушки этого просто не замечают. Им кажется, что это круто. Ребят, если у вас схожи вкусы со мной, то я рекомендую вам заниматься с весом собственного тела. В принципе, для среднестатистической девушки более чем достаточно. Вы накачаете мышцы, вы накачаете пресс, вы накачаете ягодицы, все у вас будет круто. Поверьте, результат будет и будет очень хороший. Кстати, многие девушки интересуются тем, как же накачать ягодицы и при этом, чтобы объем ног не увеличивался. Но скажу, это практически нереально. Когда вы занимаетесь фитнесом, ваши мышцы равномерно растут. Если растут ягодицы, разумеется, растут и квадрицепсы, ноги тоже увеличиваются. Но это можно сделать правильно, грамотно, что они увеличатся не сильно. Это будет, знаете, красивая такая рельефная нога. И если там будет минимальное количество жировой прослойки, ваша нога не будет выглядеть массивной. Просто некоторые девушки, которые мне говорили, которых я видела, что они там где-то говорили, мол, ну у меня просто такие массивные ноги, потому что вот они раскачаны, я спортом занимаюсь. А там невооруженным глазом было видно, что там, может быть, и есть и мышцы, но на них такая жировая прослойка, что если ее убрать, там будет нога абсолютно нормальной, и она не будет вообще массивной. Просто девушки иногда, они то ли сами себя обманывают, то ли они не видят, хотя там видно, что просто есть лишний жирок. Так вот, если вы избавитесь от этого лишнего жира, если вы будете правильно питаться, потому что питание в первую очередь будет влиять на ваше жиросжигание, то все у вас там будет в порядке. Мышцы будут расти, но они будут расти красиво, и они
они будут расти в меру. Также, когда вы делаете упражнения, важно правильно распределять нагрузку. То есть, например, возьмем самое базовое, но такое эффективное упражнение, как приседание. Тут важно, во-первых, постановка ног. Нужно ставить ноги чуть шире ширины плеч. Также нужно, чтобы упор был больше на пятку. И когда вы приседаете, ягодицы нужно отводить как можно дальше. И тогда вы будете чувствовать больше ягодичной мышцы, нежели ноги. Хотя ноги, они все равно будут, безусловно, работать, потому что такие упражнения, как выпады, приседания и много других, все равно там задействованы как и ноги, так и ягодицы, как бы все в комплексе. Также очень важно держать фокус внимания на этих мышцах. Если вы сейчас работаете над прессом, вы должны чувствовать, как он сокращается, вы должны визуализировать то, как он сейчас там трансформируется, то, каким он будет. Это очень важно. Если вы работаете над ягодицами, вы должны тоже вот прям чувствовать эти ягодичные мышцы, вы должны чувствовать сокращение, должны чувствовать там боль, вы должны представлять в своей голове, какими они у вас будут, какими вы хотите их видеть. Это, ребят, работает. Вообще, я вам скажу, визуализация в спорте, она очень работает, очень помогает. Кстати, девочки, которые занимаются на платформе WISPEN, смогли заметить, что во время тренировок, когда я еще комментирую упражнения, то есть я объясняю, что как делать, я еще очень часто их хвалю, говорю, вы справитесь, вы все можете, вы сильные, вы красивые, вы стройные. Как вы думаете, почему я это делаю? Я это делаю не просто так. Дело в том, что когда человек занимается спортом, ну и не только спортом на самом деле, вы можете просто стоять мыть посуду, либо заниматься уборкой, либо бегать. То есть это может быть любая какая-то такая монотонная работа, если вы сфокусированы на ней где-то в течение 10-15 минут, вы начинаете испытывать такое состояние, знаете, как некий транс, вы как будто выпадаете из жизни. В этот момент очень легко в свое подсознание впустить какую-то установку. То есть если вам кто-то что-то скажет, либо если вы в этот момент себе сами скажете, либо кто-то вам скажет, это тут же попадает в ваше подсознание, и это будет вас программировать. То есть если вы вот занимаетесь, вот вы сейчас вот на пределе, в середине тренировки, и вам говорят, у тебя все получится, ты будешь стройной, у тебя будут такие ягодицы, о которых ты всегда мечтала, у человека это внутри осядет, и он придет к этой цели еще быстрее. Поверьте, это работает. Кстати, многие профессиональные спортсмены, они тоже это практикуют. Это называется такой некий самогипноз. И многие спортсмены действительно делились своим опытом, когда они добивались каких-то вершин, побеждали, то есть благодаря именно вот каким-то таким установкам, самопрограммированию. И много тоже спортсменов, я слышала, они говорят, что физическая подготовка, конечно же, важна, но важно именно то, как вы настроены, и то, что у вас вот здесь, в голове. Поэтому это не нужно недооценивать. Кстати, девочки, которые занимаются у меня на платформе WISPEN, напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что в видеоуроках я вас подбадриваю, хвалю. Кто-то знал действительно истинную цель, вот зачем я это делаю, я вам сейчас об этом рассказала, может быть, кто-то догадывался об этом. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение на сей счет. Ну что, я думаю, что теории достаточно, потому что толку говорить нужно делать, ребят. Я вам сейчас покажу классные упражнения. Если вы будете делать их регулярно, они будут работать. Вы сами увидите эффект довольно быстро. Ребят, помните о том, что если вы хотите достичь реально классного результата в построении тела своей мечты, вы должны подходить к этому вопросу комплексно. Это и соблюдение правильного питания, это выполнение тренировок на все группы мышц, это и кардио, это и йога. И тогда ваше тело действительно будет в идеальном виде. Все это есть на моей платформе WISPEN. Вы найдете тренировки на любой вкус. Как я вам говорила, там есть разные направления. Я, кстати, очень горжусь программой тренировок с резинками. Это реально очень крутой курс. Он дает супер быстрые результаты, я сама его обожаю, сама регулярно делаю. Также, ребят, не забывайте заглядывать в план питания, потому что я совместно с профессиональным диетологом составила очень крутой рацион правильного питания. Ребят, я надеюсь, что видео вам понравилось и стало для вас полезным, а мы скоро увидимся. Пока!